Мы провязали с вами 10 сантиметров для нашего размера, для другие размеры. Итак, теперь мы должны посчитать с вами количество петель, набранных на спицах. У меня 97 петель. Дальше мы должны с вами перейти на резинку 2 на 2. Значит, количество петель должно быть кратно 4. То есть 96 петель в моем случае. У вас может быть по-другому. Так, мне, получается, надо удалить одну петлю, то есть убавить. Закончила вязать я по центру. В принципе, здесь я и сделаю убавку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, да, вот эти вот наши центральные. Дальше я делаю убавку. Я переворачиваю петельки и провязываю их лицевой за заднюю стенку. Вот так. И продолжаю вязать. 2 лицевых вместе с убавленной петелькой, да? 2 лицевых, дальше 2 изнаночных. 2 лицевых, 2 изнаночных. И так по кругу. 2 лицевых, 2 изнаночных. Если у вас больше количество петель, надо убавить, чем одну петлю, то можете распределить, не все убавлять по центру, например, да, а убавить сбоку или сзади, как вам будет удобно. Это вы смотрите по своей работе, потому что вязка у всех разная. Количество петель тоже может отличаться. И заканчиваем 2 изнаночными петельками. И так мы продолжаем вязать по кругу резинкой 2 на 2. Там, где были лицевые, мы провязываем 2 лицевые. Там, где были изнаночные, мы провязываем 2 изнаночные. Таким образом, резинкой 2 на 2 мы должны с вами провязать 3-4 сантиметра. Это уже зависит от вашего желания. Я советую провязать 4. Длиннее, не короче, как говорят, да? Итак, встречаемся с вами на закрытии резинки 2 на 2, да, когда мы уже провяжем с вами 4 сантиметра. Для всех размеров 3-4. Я провязала резинкой 2 на 2 4 сантиметра. Одела ниточку в иголочку, да, обрезала ниточку побольше. Лучше больше, чем меньше. Теперь надо закрыть петельки. Я довязала до бока, получается левый бок, да, остановилась перед 2 лицевыми петельками. Вот они, 2 лицевые. Теперь закрываем петельки иголочкой. 2 петли мы продеваем на иголочку и подхватываем изнаночную петельку одну. Все это дело мы снимаем и вытягиваем ниточку. Итак, теперь мы должны с вами подхватить лицевую петельку, которую мы сняли, то есть вторая лицевая петля. Вот она. Вторую лицевую петельку. Мы ее подхватываем за левую стеночку, вот так, и переходим через изнаночную петлю. Следующую лицевую подхватываем, да, вот так, справа налево, и вытягиваем ниточку.
мы должны ее подтянуть, чтобы она у нас не болталась. Теперь возвращаемся к изнаночной петельке, которую мы сняли с вами. С изнаночной стороны она выглядит как лицевая. Вот она. Мы ее подхватываем и подхватываем следующую изнаночную петлю. И вытягиваем ниточку. Снимаем изнаночную петельку. Дальше снова переходим к лицевым петлям. Лицевую и еще одну лицевую петельку мы подхватываем и протягиваем ниточку. Немножко запуталась у меня ниточка длинная. Возвращаемся опять к изнаночной петельке, подхватываем последнюю изнаночную петлю и переходим к следующей изнаночной петле. Вытягиваем ниточку. Слишком длинный хвостик, он у меня путается. Дальше опять переходим на лицевую сторону. Снимаем лицевую петельку, пропускаем 2 изнаночные петли и подхватываем следующую лицевую петлю. Вытягиваем ниточку. Теперь возвращаемся к изнаночным петелькам. Две изнаночные петли, одну мы снимаем, другую поддеваем, вытягиваем ниточку. Возвращаемся опять к лицевой. Одну снимаем, вторую поддеваем. Возвращаемся к изнаночной. Та, что у нас снята, мы ее подхватываем за левую стеночку. Пропускаем одну петельку лицевую, подхватываем следующую изнаночную петлю. Вытягиваем ниточку. Опять возвращаемся к лицевой. Лицевую петельку мы подхватываем, пропускаем 2 изнаночные и подхватываем следующую лицевую. Ниточку подтягиваем. Дальше опять возвращаемся к изнаночным петелькам. 2 петельки подхватили. Можно их снимать, потому что неудобно. Возвращаемся к лицевым. Лицевую одну снимаем, вторую поддеваем, протягиваем ниточку. Опять возвращаемся к изнаночным. Снятую последнюю изнаночную петлю поддеваем и через одну петельку подхватываем еще одну. Ниточку подтягиваем. Опять к лицевым возвращаемся. Снимаем одну лицевую, пропускаем 2 изнаночные, вдеваем ниточку в лицевую и подтягиваем. Опять к изнаночным возвращаемся. Одну снимаем, вторую поддеваем и снимаем. И вытягиваем ниточку. Снова возвращаемся к лицевым. Одна, вторая лицевая. Вытягиваем ниточку, подцепляем снятую последнюю изнаночную петельку за левую стеночку и цепляем следующую изнаночную петельку. Ниточку вытягиваем. Опять возвращаемся к лицевым. Лицевую снимаем, через 2 изнаночные петли подхватываем следующую лицевую петельку. Опять к изнаночным переходим. Одну снимаем за правую стенку, вторую
подхватываем и снимаем. Опять к лицевым. И снова к изнаночным. Если в этом видео вам непонятно, как это делается, то у меня есть отдельно ссылочка на видео в описании. Возможно, там более понятно будет объяснено. Итак, чередуем изнаночные и лицевые петельки до конца. И так как это очень долго, я пропущу этот момент. Встретимся на последних 2 петельках. Подхватываем заднюю изнаночную петельку и следующую изнаночную петлю. Вытягиваем ниточку. Переходим на лицевую сторону. Лицевую подхватываем последнюю. И первую лицевую петлю, которую мы снимали, мы также подхватываем за правую стеночку. Вот так. Теперь возвращаемся к изнаночным петелькам. 2 петельки снимаем. Справа налево. И вытягиваем ниточку. Снова возвращаемся к лицевым. Мы должны подхватить одну лицевую, первую, и вторую лицевую петельку. Протягиваем ниточку. Возвращаемся к изнаночным петелькам. Отхватываем снятую последнюю изнаночную и первую. Вытягиваем ниточку. На этом все. Нам осталось только спрятать ниточку и обрезать ее. Мы с вами закончили низ, спрятали ниточку, все обрезали. Теперь приступим к рукаву. Я взяла спицы 3 миллиметра чулочные. Итак, под подмышкой мы набираем с вами петельки. Вот здесь есть петелька, мы ее подхватываем. Дальше берем 2 изнаночные петельки. Вот одна, вот вторая. И 4-ю петельку подхватываем вот здесь. Итого у нас 4 петли на спице. Дальше переснимаем петельки, которые у нас на вспомогательной ниточке. Переснимаем и заодно считаем. Количество петель у нас должно быть кратно 4. Для резинки 2 на 2. Итак, ниточку можно убрать. Посчитаем наши петельки. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41. Итак, мне надо убавить 1 петельку. Убавлять я ее буду под подмышкой по центру. 1 петлю сокращу. Итак, берем с вами рабочую ниточку. Я делаю петельку. И начинаем вязать от подмышки. Провязываем 1 лицевую.
Следующие 2 петельки сокращаем, то есть убавляем лицевой петлей за переднюю стеночку. Если у вас количество петель больше, надо убавить или прибавить, смотрите сами. По вашему вязанию вы можете как раз это сделать в этом ряду. То есть этот ряд мы с вами провязываем лицевыми петельками. Итак, первый ряд мы провязали с вами лицевыми. Во втором ряду мы начинаем с вами вязать резинкой 2 на 2. То есть начинаем с 2 лицевых и заканчиваем 2 изнаночными петельками. Провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. И так чередуем: 2 лицевые, 2 изнаночные. Первый ряд мы с вами провязали. Итак, мы дальше вяжем по узору: 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Таким образом мы с вами должны будем провязать 6 рядов для всех размеров. Ряды считать можно по изнаночным петлям, так проще. Здесь идут дорожки, за которые можно зацепиться. Итак, мы должны с вами провязать 6 изнаночных рядов. Мы провязали с вами 6 рядов резинкой 2 на 2. Теперь берем ниточку, обрезаем, вставляем в иголочку и закрываем нашу резинку. Первые 3 петли мы снимаем на иголочку справа налево, подтягиваем ниточку. Теперь цепляем с вами лицевую петельку, которую мы сняли, за левую стеночку, вот так. Подцепляем ее за левую стеночку и переходим к следующей лицевой петельке. Ниточку вытягиваем. Возвращаемся к изнаночным петелькам. Подхватываем изнаночную петлю, подхватываем изнаночную петельку за левую стеночку и следующую изнаночную петельку. Ниточку подтягиваем, снимаем изнаночную петельку, возвращаемся на лицевую сторону. Лицевую петельку мы снимаем слева направо и подхватываем следующую петельку справа налево. Ниточку вытягиваем, возвращаемся к изнаночным, подхватываем с вами изнаночную петельку за левую стеночку и переходим к следующей изнаночной петле. Ниточку вытягиваем. Дальше опять возвращаемся к лицевым петелькам. Лицевую снимаем слева направо и подхватываем следующую справа налево, пропуская 2 изнаночные петельки. Опять возвращаемся к изнаночным петлям. Первую петельку мы с вами поддеваем слева направо, а вторую справа налево. Снимаем обе петельки и протягиваем ниточку. Возвращаемся к лицевым петелькам. Первую мы снимаем слева направо, вторую подхватываем справа налево. Ниточку подтягиваем. Возвращаемся к изнаночным петелькам. Подхватываем последнюю изнаночную петельку за левую стеночку и следующую петлю подхватываем справа налево.
Подтягиваем ниточку. Возвращаемся к лицевым. Лицевую снимаем слева направо и переходим к следующей лицевой петле справа налево. И так мы делаем до конца, точно так же, как мы закрывали с вами нижние петельки. Обрезала очень маленькую ниточку, поэтому немножко не хватает. Я просто возьму и пройдусь несколько раз и сделаю узелочек. Вот так. Ниточку можно распушить. Продеть одну часть через одну петельку, вторую оставить на месте и сделать узелочек. И кончик ниточки спрятать уже в петельке. Вот так. Наш рукав готов. Останется запрятать ниточку, которую в самом начале мы оставляли. Второй рукав мы вяжем точно так же, как и этот рукав. Вот что у нас пока что получается. Нам останется обработать с вами вырез и горловину. Приступаем с вами к обработке горловины. Нам понадобится крючок 2 миллиметра. Не хочет фокусироваться камера. В общем, крючок 2 миллиметра и ниточка рабочая. Делаем петельку. И начинаем с вами с правого уголка, там, где у нас ниточка была. Итак, в самый уголок вдеваем крючок и достаем нашу петельку. Вот так. Дальше продолжаем с вами подхватывать каждую петлю. Мы делаем 2 воздушные петельки. Еще раз входим в эту же петлю, чтобы у нас получился уголочек. Вот так. И дальше каждую петлю. Вот одна петля, провязываем полустолбиком. Вторая. Третья. И так мы продолжаем до уголка. То есть до петель реглана.
Здесь у нас петельки были изнаночная по центру и 2 лицевых по бокам. Мы провязываем с вами лицевую, потом пропускаем одну изнаночную петельку и вяжем в следующую лицевую петельку. Вот так. И так на каждом уголке. До уголков мы вяжем в каждую петельку, а на уголках мы пропускаем изнаночную. Вот дошли до следующего уголка. 3 петельки, вот лицевая, лицевая и изнаночная. Лицевую мы провязываем, изнаночную пропускаем и через одну петельку провязываем петлю. Вот так. Тем самым это у нас сгладит уголочки, не будет таких сильных, явно выраженных. И дальше продолжаем до следующего уголка в каждую петельку. Итак, мы дошли с вами до третьего уголка. Ой, я перевязала. Третий уголок. Вот лицевую мы провязываем, изнаночную пропускаем и в следующую лицевую опять вводим наш крючок и вывязываем полустолбик. Без накидов. У нас все без накидов, просто обвязочка. Доходим до следующего уголка. Дошли до следующего угла, лицевую провязываем, изнаночную пропускаем и следующую лицевую мы тоже провязываем. Теперь довязываем до угла в каждую петельку. Дошли до угла, и у нас здесь идут с вами петли, их видно. Вот они, крайние наши петельки. Вводим в них самый уголочек, да? Вот первая петелька. В нее вводим с вами крючок, вывязываем полустолбик без накида, делаем одну воздушную петлю и еще раз туда же мы вяжем столбик. Вот так. Дальше продолжаем вязать в каждую петельку. Здесь сильно не затягивайте, потому что у нас здесь петли более вытянутые, более свободное вязание. Во вторую петельку мы делаем полустолбик. Дальше мы с вами набираем приблизительно 1,5-2 сантиметра, то есть сейчас скажу сколько. Мы должны с вами сделать петельку под пуговичку. Вот этого достаточно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 воздушных петелек. Да, 9.
Сделали 9 воздушных петель. И дальше мы в ту же петельку вводим крючок и вывязываем полустолбик. Вот так. Так у нас образуется с вами петелька. Дальше продолжаем вязание в каждую нашу боковую петлю. Так, у нас разные размеры были, да? Вы смотрите по... Сейчас, секунду. По высоте. Первая петелька идет у нас сверху, да, здесь у нас будет пуговичка, а вторую должны сделать где-то к низу, да, ближе. И вот приблизительно смотрите, чтобы было красиво. Я сделаю где-то здесь, уже ближе к концу. То есть это мне еще надо будет провязать 3 петельки. Возвращаемся, провязываем 3 петли. 1, 2, 3. Дальше опять делаем с вами 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. И возвращаемся опять в эту же петельку и провязываем полустолбик без накида. Дальше вяжем до конца. То есть мы продолжаем с вами вязать в каждую петлю и по центру тоже. Вот у нас лицевая петелька шла, которую мы сокращали, мы ее также провязываем и переходим плавненько на вторую сторону. На второй стороне у нас будут пуговички, поэтому мы не делаем никаких петелек, довязываем до уголка, то есть до того момента, где мы начали с вами вязать. Если у вас получается плотно, то можете взять крючок побольше размером. Не 2, а 3 миллиметра. Так, вот мы дошли с вами до угла, мы провязываем последнюю петельку. Дальше мы вывязываем воздушную петельку и затягиваем ниточку. Ниточку можно будет обрезать. После чего ниточки прячутся аккуратненько иголочкой, и у нас получится аккуратный уголок. Осталось только спрятать ниточки и пришить пуговички. Вот так. Наша футболочка на этом готова.